Всем привет! Я Татьяна Метинцева, и сегодня вы убедитесь, что вязать игрушки совсем не сложно. Мы свяжем вот такого вот маленького чудесного мишку без единой пришивной детали. Все формируется прямо в процессе вязания. Это намного проще, чем кажется. Так что желаю вам творческого настроения и давайте начинать. Вязать я буду из пряжи Himalaya Dolphin Baby. Сейчас буду вязать розового мишку номер 303. Кому нужны характеристики пряжи, то пожалуйста. Вот такая вот будет красивая светло-розовая пряжа сейчас. Понадобится 20 грамм всего-навсего. Наполнитель также нам понадобится всего лишь 5 грамм. Вот такой вот махонький мишечка получится, видите? Ну это ж просто красота. Также нам понадобится крючок номер 4, маркер, ножнички, вот такая вот плотная пряжа, чтобы вышить носик. Видите, вот такая вот у меня это, кстати, не знаю, что это. Какая-то вот пряжа. Так, и глазки 7 миллиметров на безопасном креплении. И иголочка с тупым концом тоже понадобится, чтобы вышить носик. Кстати, если вам удобнее вязать по готовым описаниям, у меня есть магазин на Etsy, где можно приобрести мастер-классы в PDF формате. И сейчас они доступны на любом языке по запросу. Начинаем вязать с ручек. Видео для начинающих я, как обычно, прикреплю в правом верхнем углу в подсказках. Кто не умеет вообще вязать, то обязательно сходите, посмотрите сначала это видео. Там я все подробно показываю и рассказываю. И дальше уже можете приступать к вязанию игрушки. Все у вас получится. Делаем петельку, 2 воздушные петли. И в первую набираем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Во втором ряду вяжем 1 столбик без накида, 1 прибавка, и так до конца ряда. 3 раза у нас получится так сделать, и в конце ряда будет 9 столбиков без накида. Вяжем 1 столбик без накида. В следующую петельку делаем прибавку. Это 1 раз, столбик без накида. Прибавка в следующую петельку, это 2 раз. И столбик без накида, прибавка, это 3 раз. Вязание выворачиваем. Хвостик прячем вовнутрь. Следующий ряд 3 вяжем 1 столбик без накида, 1 убавка, и так до конца ряда. 3 раза у нас получится так сделать, и в конце ряда будет 6 столбиков без накида. Убавки я делаю за передние стеночки. Просто хватаю 1 петельку за переднюю стеночку, сразу же 2 петельку хватаю за переднюю стеночку, протягиваю сквозь них рабочую ниточку и снова провязываю уже полностью. Столбик без накида в следующую петельку, а дальше убавку снова хватаю 2 петельки за переднюю стеночку и теперь просто провязываю. Это 2 раз, и столбик без накида, убавка, это 3 раз. И теперь нам нужно 4 и 5 ряд просто провязать в каждую петельку по столбику без накида. То есть вяжем 4 и 5 ряд по 6 столбиков без накида в каждом ряду. Это я провязала. Теперь вот так вот складываем пополам и вместе провязываем 3 столбика без накида. Заходим насквозь полностью в петельки, вот таким образом. Хватаем рабочую ниточку и провязываем столбик без накида. В следующие 2 петельки заходим насквозь, провязываем 2 столбик без накида и 3 столбик без накида провязали. Теперь ниточку обрезаем, вытягиваем, и я ее еще протягиваю на одну из сторон и завязываю здесь узелок.
и прячу ниточку вовнутрь. И вот такая вот ручка готова. Вторую вяжем точно так же. И дальше будем вязать ножки. Снова делаем 2 воздушные петли. И в первую набираем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Во втором ряду делаем 6 прибавок, то есть в каждую петельку по 2 столбика без накида вяжем, и в конце ряда будет 12 столбиков без накида. И затем третий ряд просто провяжем 12 столбиков без накида. Это я провязала, вязание выворачиваем. Вот такая вот красота получается. Дальше четвертый ряд вяжем 2 столбика без накида в начале ряда. Можно провязать 1 столбик без накида и пометить его маркером. Дальше вяжем 2 столбик без накида. Теперь делаем 4 убавки подряд. Снова я их делаю за передние стеночки. 1 убавка, 2, 3 и 4. И 2 столбика без накида довязываем до конца ряда. Дальше у нас идет 5-й ряд, снова вяжем 2 столбика без накида в начале ряда. Теперь делаем 2 убавки. 1, 2 и 2 столбика без накида довязываем до конца ряда. Пока уберу ниточку, покажу, не ниточку, крючок, покажу, что получилось. Теперь нам нужно добавить сюда наполнитель в нижнюю часть ножки. И 2 ряда, 6 и 7, провязать по 6 столбиков без накида в каждом ряду. Много наполнителя добавлять не нужно. Только в эту часть добавляем наполнитель. Дальше он нам не понадобится в ножке. Вяжем 2 ряда самостоятельно. Эти 2 ряда я провязала. Тут хорошо приминаю наполнитель. Вот такая вот красота у нас получилась. Снова складываем пополам и провязываем вместе 3 столбика без накида. Закрываем вязание. Все точно так же, как мы делали в ручке. Обрезаем ниточку, протягиваем ее на одну из сторон и завязываем узелок. Ниточку прячем вовнутрь. И вот такая вот красота у нас получилась. Вторую ножку вяжем точно так же и сразу разминаем хорошо наполнитель, чтобы сформировать красивые ножки. Посмотрите, какая красота у нас получилась. Дальше будем вязать тельце и ввязывать ручки и ножки в тельце. 2 ручки, 2 ножки готовы. Продолжаем дальше. Снова делаем петельку, 2 воздушные петли и в первую набираем 6 столбиков без накида. Во втором ряду делаем 6 прибавок. В каждую петельку по 2 столбика без накида вяжем, и в конце ряда будет 12 столбиков без накида. Это я провязала. Дальше идет третий ряд. Вяжем 1 столбик без накида, 1 прибавка, и так до конца ряда. 6 раз у нас получится так сделать, и в конце ряда будет 18 столбиков без накида.
Это я провязала, вязание выворачиваем. Дальше идет 4-й ряд. Вяжем 14 столбиков без накида. Маркер поставим, когда провяжем 1 столбик без накида, и вяжем дальше. — 14 столбиков без накида я провязала. Сейчас вывяжем хвостик. Для этого мы делаем накид, заходим в петельку, хватаем рабочую ниточку. У нас сейчас 3 петельки на крючке. Хватаем снова рабочую ниточку и провязываем только первые 2 петельки с крючка. Теперь у нас снова на крючке 2 петли. Мы делаем накид отсюда, заходим в петельку, хватаем рабочую ниточку. У нас сейчас 4 петли на крючке. Мы провязываем снова только первые 2 петельки. Теперь у нас 3 петли на крючке. Провязываем их за 1 раз. Вот такой вот хвостик небольшой мы сделали. Дальше вяжем до конца ряда 3 столбика без накида. Видите, вот такой вот будет небольшой хвостик. Дальше идет 5-й ряд, будем провязывать ножки. Сразу берем ножку, это у нас будет левая ножка у Мишки. Так, это правая, а вот так, если мы провяжем, то это будет левая. Носочек, чтобы смотрел в эту сторону, прикладываем к тельцу. Нам с ножкой нужно провязать 3 столбика без накида. Мы заходим сначала в ножку, затем в тельце. Провязываем столбик без накида. Маркер переносим, помечаем этот первый столбик без накида. Снова заходим в ножку, в тельце, провязываем 2-й столбик без накида. И в ножку, в тельце, 3-й столбик без накида. С ножкой мы провязали. Видите, красота какая. Теперь по животику вяжем 5 столбиков без накида. Берем 2-ю ножку и провязываем с ней 3 столбика без накида. Ножку уже берем вот таким образом, чтобы носочек смотрел в эту сторону. Это будет правая ножка у Мишки. Снова заходим в ножку, в тельце и провязываем 1 столбик без накида. В ножку, в тельце 2-й столбик без накида. И в ножку, в тельце 3-й столбик без накида. С ножкой мы провязали. И до конца ряда довязываем 7 столбиков без накида. Довязала я, уберу маркер и покажу, что получилось. Вот сзади, видите, хвостик наш такой небольшой. Посерединке между ножками он у вас должен быть. И вот так вот спереди эта красота смотрится. Дальше 6-й ряд, просто провязываем 18 столбиков без накида. Просто в каждую петельку по 1 столбику без накида вяжем целый ряд. Это я провязала. Дальше у нас идет 7-й ряд. Будем вязать 1 столбик без накида, 1 убавка. И так до конца ряда. 6 раз у нас получится так сделать. И в конце ряда будет 12 столбиков без накида. Это я провязала. Дальше у нас идет 8-й ряд. Вяжем 2 столбика без накида, 1 убавка. И так до конца ряда. 3 раза у нас получится так сделать. И в конце ряда будет 9 столбиков без накида. Это я провязала. Дальше у нас идет 9-й ряд. Будем провязывать ручки. Сразу берем ручку и в начале ряда провязываем 3 столбика без накида с ручкой. Все как мы делали и с ножкой. Зашли сначала в ручку, затем в тельце, провязали 1 столбик без накида, пометили его маркером.
Дальше зашли в ручку, в тельце провязали второй столбик без накида. И в ручку, в тельце провязали третий столбик без накида. Дальше вяжем один столбик без накида. И со второй ручкой снова провязываем 3 столбика без накида. Ручки провязала и до конца ряда довязываем 2 столбика без накида. Вот 1 и 2. Это есть. Вытяну, покажу, что получилось. Вот такая вот красота получилась. Видите, ручки над ножками. И вот так вот это выглядит сзади. Класс. Так, это мы, так сказать, связали тельце. Дальше будем вывязывать голову. Дальше у нас идет 10-й ряд. Нам нужно сделать 9 прибавок. То есть в каждую петельку мы будем вязать по 2 столбика без накида. Всего у нас 9 петель, поэтому мы сделаем 9 прибавок. Обязательно, когда провяжете один столбик без накида, самый первый, ставьте маркер. Сюда же вяжем второй столбик без накида, это у нас первая прибавка. И вяжем дальше. Обязательно ставьте лайк этому видео, если хотите больше таких же простых мастер-классов по вязанию игрушек без пришивания. Вот 9 прибавок я сделала. Покажу, что получилось. Видите, какая красота. Добавляем наполнитель. Ну, много не нужно добавлять. Добавляем наполнитель и будем вязать дальше. А дальше у нас 11 ряд. Нам нужно будет провязать 2 столбика без накида и 1 прибавка. И так до конца ряда. 6 раз у нас получится так сделать. И в конце ряда будет 24 столбика без накида. Так вот, смотрите, как смотрится это все. И вяжем 11 ряд, 2 столбика без накида, 1 прибавка до конца ряда. Это я провязала. Вот так вот у нас сейчас выглядит вязание. Ну, красота же вообще. Класс. Дальше у нас идет 12 ряд. Будем вязать 8 столбиков без накида, 4 прибавки и 12 столбиков без накида до конца ряда. Таким образом у нас в конце ряда будет 28 столбиков без накида. И мы 13 ряд просто провяжем 28 столбиков без накида. Это я провязала. Дальше у нас идет 14 ряд. Будем вязать 8 столбиков без накида, 4 убавки и 12 столбиков без накида до конца ряда. Это я провязала. Вот так вот сейчас выглядит вязание. Дальше у нас идет 15 ряд. Будем вязать 1 столбик без накида, 1 убавка и так до конца ряда. 8 раз у нас получится так сделать. И в конце ряда будет 16 столбиков без накида. Это я провязала. Дальше у нас идет 16 ряд. Вяжем 2 столбика без накида, 1 убавка и так до конца ряда. 4 раза у нас получится так сделать. И в конце ряда будет 12 столбиков без накида. Это я провязала. Достану крючок, покажу, что получилось. Вот такая вот красота получается. Сейчас вставим глазки. Глазки будем вставлять между 13 и 14 рядом. Вот в 10 ряду мы начали
делать голову, сделали 9 прибавок. Вот и считаем 10, 11, 12, 13 и 14. То есть между 13 и 14 рядом будем вставлять глазки. Если сверху считать, мы провязали 16 ряд, 15, 14 и 13. Можно и сверху посчитать. Вот между 13 и 14 рядом вставляем глазки. Ну, смотрите, чтобы это было посерединке. Вот, можно ориентироваться по этим 4 прибавкам, которые мы сделали. Видите, их хорошо видно. 1, 2, 3, 4. И нам нужно вставить глазик, вот, грубо говоря, над этой прибавочкой и над этой прибавочкой, чтобы они у вас были как посерединке. И если мы так вставим глазки, вот над этой прибавочкой, над этой, у нас между глазками, если ориентироваться по 13 ряду, будет 1, 2, 3, 4, 5, 6 петель. То есть вставляем один глазик сюда и второй глазик сюда. Видите, чтобы это было посерединке. И между, ну вот, что я вам говорила, эти прибавочки хорошо видно. Сейчас скажу, в каком ряду. В 12. Вот был 10, 11 и 12 ряд. Вот эти вот 4 прибавочки. Их хорошо видно. И мы, получается, один глаз над крайней прибавочкой и один глаз тоже над крайней прибавочкой. Видите, над крайними прибавочками вставили глазки. И 6 петелек у нас между глазками, если считать, в 13 ряду. Потому что в 14 мы уже делали убавки, здесь уже тяжелее посчитать. Все, закрепляем и будем вязать дальше. А дальше у нас 17 ряд. Мы сделаем 6 убавок. Но сначала мы закрепим глазки, добавим наполнитель хорошо в голову и потом делаем 6 убавок. Вот 6 убавок я сделала, убираю пока маркер и крючок. Остается небольшое, видите, отверстие. Добавляем полностью уже наполнитель. И потом просто стянем это отверстие. Смотрите, какая красота. Так, оставляем ниточку, довольно длинный хвостик, сантиметров 50. Потому что мы сейчас вот это вот затянем. Тут аккуратненько вытягиваем эту ниточку. Вставляем ее в иголочку. И за переднюю стеночку хватаем каждую петельку. Протягиваем ниточку. У нас всего 6 петелек. Вот заходим в каждую петельку, за переднюю стеночку протягиваем ниточку. По всем петелькам по кругу так проходим. И сейчас затянем колечком. И этой же ниточкой мы сделаем утяжечку. Вот ниточку я протянула. Теперь аккуратненько затягиваю колечко, чтобы не порвать. И все, видите, вязание у нас закрылось. Ну, красота же. Такой прикольный. Теперь захожу тут в серединку и выхожу вот здесь в серединку, видите? Вот таким образом. Протягиваю ниточку. Оп. И вот такая вот красота у нас получается. Здесь посерединке, здесь все хорошо. Так, здесь через одну петельку я вставляю иголочку и выхожу к одному глазику в сторону. Здесь тоже через пару петелек вставляю иголочку и выхожу снова в серединку. Подтягиваем так не сильно прям. Снова через одну петелечку выхожу к следующему глазику и тоже тут делаю утяжку в районе этого второго глаза. Все то же самое.
снова иду в серединку. Аккуратненько подтягиваем. Вот такая вот красота. И теперь еще вот здесь вам нужно сделать утяжечку. Вот где, ну, посередине глаз. Хорошо так стянуть вязание. Поэтому мы снова здесь через петельку идем к глазу. И сразу ко второму глазу. Снова вниз в серединку выходим. Аккуратненько эту ниточку, видите, посередине проложили и подтянули. Хорошо так. Ова. Тут хорошенько разравниваем наполнитель. Иголочкой можно себе помочь. И вот такая вот красота у нас получается. Видите? Вот такой вот мишка уже. Сформировали мы ему мордочку. Здесь потом вышьем носик аккуратненький такой, видите? И сделаем такую перетяжечку. Но это потом. Пока оставляем вот как есть. Если у вас эта ниточка еще не растрепалась, то идем наверх, туда, где мы будем делать ушки. И еще этой ниточкой сделаем ушки. Если нитка растрепалась, то просто ее куда-то уберите в середину вязания, тут завяжите узелок и спрячьте внутри. Присоедините новую ниточку и будем сейчас вывязывать ушки. Ушки вывязываем через 3 петельки, вот выше на один ряд от глазика. Видите, 1, 2, 3 петельки пропустили, и тут у вас должна быть ниточка. Убираем с иголочки, берем крючок, и сейчас будем вывязывать ушки. Вы смотрите, какой прикольный. Класс. Ушки будем вывязывать полустолбиками с накидом. Каким образом мы это делаем? Мы вот заводим, где у нас ниточка, заводим крючок, вытягиваем рабочую ниточку, вот, ну, делаем петелечку такую крючочком, делаем накид и сюда же заходим, видите, чтобы у вас было через 3 петельки от глаза. Вот сюда же мы заводим крючок. Хватаем рабочую ниточку, у нас 3 петельки на крючке, провязываем за один раз. Это мы сделали 1 полустолбик с накидом. Вытянулась у меня ниточка. Так, 1 полустолбик с накидом мы сделали. Снова делаем накид. Будем вязать, вообще у нас ушко будет состоять из 4 полустолбиков с накидом. Вот смотрите, 1 полустолбик с накидом мы сделали сюда. Теперь мы пойдем в следующий ряд, сделаем вот сюда 2 полустолбик с накидом, сюда мы сделаем 3 полустолбик с накидом и сюда сделаем 4. То есть у нас, видите, на одном уровне будут крайние полустолбики с накидом ушек, а эти 2 полустолбика с накидом, они будут немножко, ну, на одну петлю дальше, чтобы у нас получилось вот такое вот полукруглое ушко, чтобы все красиво было. Угу. Так, смотрите. Делаем накид снова и заходим уже в следующую петельку. Вот выше на ряд и дальше на одну петлю. Хватаем рабочую ниточку, вытягиваем и провязываем полустолбик с накидом. Снова делаем накид, заходим. Вот так вот провязываем 3 полустолбик с накидом и делаем накид, возвращаемся, как я и говорила, чтобы у нас по одной линии шло, видите, полукругом.
снова делаем полустолбик с накидом. И видите, вот такое вот ушко получается. Тут мы вытягиваем ниточку. Оп. И смотрите, какая красота. Класс. Здесь нам нужно перейти на другую сторону и все то же самое провязать со вторым ушком. Сейчас я вставлю в иголочку, протяну на другую сторону. Чтобы все было симметрично, смотрите. Вот так мы подтягиваем. И вот такая вот красота у нас получается. Видите, какое ушко? Классное. Вот полукругом. Здесь я, видите, вот здесь вот мы начинаем вязать. Один будет у нас полустолбик с накидом. И через ряд, то есть вот сюда, тоже на ряд выше от глазок 3 петельки. То есть вот и вот это будут крайние полустолбики с накидом. И здесь внутри будет еще 2 полустолбика с накидом. Давайте пробовать. То есть сначала мы делаем эту петелечку и начинаем отсюда. Сделали накид, провязали полустолбик с накидом, сделали накид, идем на одну петельку дальше, видите, сюда вглубь, чтобы получить полукруг. Делаем, возвращаемся уже сюда, потому что нам следующий нужно будет провязать вот сюда. Так, тут сильно швы не затягивайте, чтобы у вас красивые ушки были. И все, и здесь мы сюда приходим, чтобы все было симметрично. Проверяем. Если все устроит нас, то мы вытягиваем аккуратненько ниточку. И какая красота, я не могу. Ставим в иголочку ее и протянем куда-то вниз, допустим. Тут хорошо подтягиваем, и вот такие вот ушки у нас получается. Видите, как легко и просто. Ну это вообще красота. Так, ну тут все, тут я могу вывести куда-то. Либо тут вот могу завязать узелочек, либо можно вывести, допустим, к ручке и завязать узелочек, ниточку обрезать. Так вот, завяжем узелочек, ниточку спрячем вовнутрь. Угу. Вот так вот, тут обрежем ее. И готово. Нам осталось только вышить носик. Красота. Так, смотрите, носик нам нужно вышить, просто сделать несколько стежков вот тут вот между глазками. И здесь один стежок. Такой красивый, вообще не могу. Я захожу где-то с краю. Вот в эту часть между глазками. И прокладываю этот стежочек. И просто несколько раз вышиваю этот носик. Здесь я сильно не тяну, потом, когда уже все вышью, выйду снова сюда иголочкой и завяжу узелок, спрячу ниточку вовнутрь, вот так вот мы закончим. То есть, а здесь я просто делаю несколько раз такие вот стежочки, будем вышивать. Хочу вам напомнить, что фотографии своих готовых работ вы можете прислать мне в Instagram либо в Facebook. Ссылочки найдете в описании под видео. Буду очень ждать, мне интересно посмотреть, что же у вас получается.
Тут я вот так вот иду в серединку. И вот здесь просто захожу и выхожу к этому хвостику, как я вам и говорила. И вот такая вот красота получается. Можно сделать потолще носик, можно потоньше, как вам больше нравится. Вывели сюда, обрезали ниточку, завязали узелок. И ниточку прячем вовнутрь. Угу. Вот такой вот милый мишка у нас получился. Если вам понравился этот мастер-класс, подписывайтесь на канал, впереди еще много простых и красивых игрушек. Всем спасибо за просмотр и до встречи в следующих видео.